Привет! Это краткая сводка событий перед следующими главами. Долгожданное открытие поместья бессмертных Адского Мороза. Хрупкий мир между фракциями с треском рушится у порога древней сокровищницы. Во-первых, пространственный шторм разрушает все планы. Под давлением объединенных сил Северный Ледниковый дворец открывает врата, но мощнейший шторм буквально разбрасывает всех участников в разные стороны. Как крупье в казино, жестко тасующий колоду прямо перед игрой на выживание. Все заранее спланированные альянсы мгновенно летят в трубу. Во-вторых, Хань Ли абсолютно один, лишь в компании Лю Юйчин посреди бесконечной ледяной пустыши. Заброшенные дворцы вокруг давно разграблены в прошлых экспедициях, и паре приходится идти вглубь неизведанных жутких территорий. Логичный вопрос сам собой напрашивается. Если сокровищ на поверхности нет, какие древние ужасы остались здесь нетронутыми? Наконец, местная фауна преподносит страшный сюрприз. Снежные львы, морозные звери, целиком состоящие изо льда, бесконечно восстанавливают раны, поглощая окружающий снег. Единственный способ убить то, что состоит из самой среды, найти и уничтожить ядро мороза, спрятанное глубоко в голове монстра за глазами. Поместье оказалось не сокровищницей, а жестокой ледяной ловушкой, где главный приз — просто выживание. А теперь слушаем дальше. Глава 411. Знакомые. Хань Ли, естественно, не собирался давать снежному льву шанса восстановиться, и он немедленно сложил ручную печать, после чего из летающего меча, вонзенного в синий кристалл, вырвались дуги золотой молнии, образовав сеть золотой молнии, которая мгновенно поглотила всю голову снежного льва. Потоки снега, сходящиеся к голове снежного льва, мгновенно взрывались при соприкосновении с сетью золотой молнии, не в силах достичь снежного льва и способствовать его исцелению. Раздался оглушительный грохот, когда ядро мороза в голове снежного льва было уничтожено извержением золотой молнии, и снежный лев мгновенно застыл, прежде чем рухнуть на землю, распавшись на груду снега, которая разлетелась во все стороны. Хань Ли сделал приглашающий жест, и лазурный летающий меч, превратившись в полосу света, мгновенно вернулся в его рукав. «Это было потрясающе, брат Лю!» Воскликнула Лу Юйцин, радостно хлопая в ладоши, а затем поспешила к останкам снежного льва, начав рыться в куче снега. Через мгновение она встала с разочарованным выражением лица и вздохнула. «Твоя атака была слишком мощной, брат Лю. Ядро мороза полностью разрушено». «Зачем тебе его ядро мороза?» — спросил Хань Ли. Ядра мороза этих морозных зверей содержат грозную ледяную ци, но они не относятся к атрибуту инь. Они очень востребованы в море Черного ветра, и их можно продать за кучу духовных камней в городе Черного ветра, пояснила Лу Юйцин. Хань Ли лишь кивнул в ответ и ничего не сказал, направляясь в долину, а затем шагнул к группе зданий внутри. Горная тропа в долине была довольно узкой, а снег, покрывавший ее, был еще глубже, чем за пределами долины, легко доходя до пояса. Поэтому Хань Ли использовал технику полета, чтобы парить над снегом, продвигаясь вглубь долины. Лу Юйцин последовала его примеру, идя за Хань Ли. Они шли по долине еще несколько минут, не встречая никаких морозных зверей, и вышли на ровную площадку. Как и раньше, снежные бури во всех местах, где были здания, были немного менее свирепыми, а снег на земле тоже был не таким глубоким. Группа зданий в долине была довольно большой, занимая практически всю долину, и она была бы похожа на небольшой город, если бы не тот факт, что все здания были чрезвычайно грандиозными и величественными. Многие колонны и карнизы были покрыты глубокими рунами, но почти все они также были разрушены, и сокровища в этом месте, естественно, уже были разграблены. Хань Ли и Лу Юйцин потратили около 2 часов на осмотр всех зданий по очереди и обнаружили внутри только несколько разрушенных сокровищ, которые были совершенно бесполезны. Выйдя из последнего павильона, Хань Ли бросил взгляд вдаль и увидел, что в конце долины находится полупрозрачная ледяная горная стена. У подножия горной стены находилась пещера высотой в несколько десятков метров, и невозможно было сказать, насколько глубоко она уходит. Хань Ли и Лу Юйцин обменялись взглядами, а затем направились к концу долины, оказавшись перед пещерой. Они заглянули внутрь пещеры и обнаружили, что там довольно темно, но на расстоянии нескольких километров виднелось пятнышко белого света, и, похоже, там пещера заканчивалась. В глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, когда он направил свое духовное чувство в пещеру, и через мгновение он покачал головой, прежде чем войти внутрь. Лу Юйцин хотела спросить, обнаружил ли он что-нибудь, но, поскольку Хань Ли молча шел вперед, она могла только следовать за ним.
Только войдя в пещеру, Хань Ли обнаружил, что стены по обеим сторонам, потолок пещеры и даже земля под его ногами представляли собой плоские поверхности твердого, синего льда, гладкие, как зеркало. В пещере было очень тихо, и только звук шагов Хань Ли и Луи Цин разносился внутри. Хань Ли шел не очень быстро и время от времени останавливался, чтобы осмотреть окрестности, прежде чем продолжить путь. После того, как это повторилось трижды, Луи Цин, наконец, не смогла сдержать свое любопытство и спросила: «Почему ты все время останавливаешься, брат Лю? Ты что-то обнаружил?» Вместо ответа Хань Ли лишь покачал головой, а затем молча продолжил заниматься своим делом. Луи Цин могла только следовать за ним с озадаченным выражением лица. Дойдя до самой середины пещеры, Хань Ли снова остановился. Он немного постоял с закрытыми глазами, а затем присел и прижал ладонь к земле. В его глазах мелькал синий свет, и он погрузился в раздумье. Через мгновение он сказал: «Я слышу что-то внизу». Прежде чем Луи Цин успела ответить, Хань Ли резко опустил ладонь вниз, раздался громкий треск, после чего лед под его ладонью раскололся, и во все стороны, словно паутина, пошли трещины. Хань Ли выпрямился и сделал несколько шагов назад, после чего участок, на который он только что надавил, обвалился, открыв овальное отверстие размером около 3 метров. Из отверстия доносился звук дующего ветра, и казалось, что там находится огромное пространство. Хань Ли немедленно прыгнул в отверстие, и Луи Цин даже не успела спросить его, что он обнаружил, прежде чем он исчез из виду. Поэтому ей ничего не оставалось, как тоже прыгнуть вниз. Они по очереди провалились в отверстие, и им пришлось пролететь лишь небольшое расстояние, прежде чем они приземлились. Хань Ли почувствовал, что земля под его ногами немного влажная и глинистая, и он поднял глаза, увидев над головой слой синего льда толщиной около метра. Луи Цин огляделась и обнаружила, что они стоят в кромешной тьме подземного прохода, и спросила озадаченным голосом: «Что это за место, брат Лю? Здесь как-то странно». Хань Ли приложил палец к губам в знак тишины и сказал: «Пока помолчи и следуй за мной». Луи Цин тут же замолкла и последовала за Хань Ли, который шел по проходу, постепенно спускающемуся вниз. Пройдя по проходу более 300 метров, они остановились. Впереди из прохода лился слабый свет, а вдали доносился глухой грохот. Они обменялись взглядами, а затем одновременно скрыли свою ауру, прежде чем продолжить путь. Дойдя до конца прохода, они обнаружили, что грохот стал еще громче, и он разносился по всему проходу. Хань Ли вышел из прохода и оказался на вершине отвесной скалы, под которой находилась грозная подземная карстовая пещера. Он бросил взгляд на центр пещеры и обнаружил, что там идет битва между двумя человекоподобными фигурами и несколькими грозными морозными зверями. В самом центре пещеры находилась большая белая каменная площадь, которая была искусственно вырублена. На ней стоял дворец, но он был разрушен и превратился в руины. Хань Ли заметил, что одежда, которую носили две фигуры на площади, была ему знакома. Один из них был высоким и статным мужчиной средних лет, одетым в черную мантию с вышитым на воротнике изображением черепа, и он явно был культиватором секты призрачного вопля. Другой фигурой был невысокий и сморщенный старик, одетый в черный жилет с черной банданой на голове, и он был существом темного юга. До этого момента внимание Хань Ли было полностью сосредоточено на золотых бессмертных двух фракций, поэтому он не обращал внимания на других культиваторов секты призрачного вопля и расы темного юга. В результате он не помнил этих двоих. Присмотревшись, Хань Ли обнаружил, что, несмотря на невысокий рост старика, его силы были довольно внушительными. Он орудовал грозной золотой алебардой, которая была в 2 раза выше его самого, и когда он размахивал ею в воздухе, она напоминала гигантский золотой веер. Он сражался с парой снежных львов, каждый из которых был высотой в несколько десятков метров, и всякий раз, когда они пытались наброситься на старика своими лапами, их поражала алебарда, которая либо наносила огромные раны, либо полностью отсекала лапы от тела. Что касается мужчины средних лет из секты призрачного вопля, то он был совершенно безоружен и сражался с парой снежных обезьян. От его кулаков исходил белый свет, а в белом сиянии мерцали пятнышки синего света. С каждым ударом раздавался оглушительный взрыв, и любая часть тела снежных обезьян, соприкасавшаяся с его кулаком, мгновенно взрывалась, превращаясь в пыль. Казалось, что эти двое имели решающее преимущество, но на самом деле ситуация была далеко не благоприятной для них. Морозные звери, казалось, не чувствовали боли, и независимо от тяжести их ран, они всегда могли быстро полностью восстановиться, регенерируя значительно быстрее, чем снежный лев, с которым столкнулись Хань Ли и Луи Цин. Самым ужасным было то, что, помимо этих 4 морозных зверей, на обломках разрушенного дворца стоял снежный голубь, который выглядел так, как будто он был вырезан изо льда, и пристально смотрел на 2 культиваторов.
Было ясно, что если кто-то из них проявит хоть малейший признак слабости или потеряет концентрацию, снежный голубь мгновенно нанесет удар с молниеносной скоростью. В отличие от 4 других морозных зверей, он мог выстреливать из своего острого клюва похожие на стрелы нити серебристого льда, и эти нити были наделены силами закона атрибута льда, поэтому 2 культиваторам приходилось быть начеку, даже несмотря на их уровень развития стадии истинного бессмертного. Наблюдая за происходящей битвой и техниками совершенствования, которые использовали 2 культиватора, Хань Ли слегка нахмурился, а затем на его лице появилось удивление и узнавание. Неужели это действительно они? Глава 412. Пойдем за ними. В тот момент, когда Хань Ли погрузился в размышления, снежный голубь внезапно расправил крылья и спикировал сверху, в мгновение ока пролетев мимо пары снежных обезьян, прежде чем наброситься своими когтями на мужчину средних лет в черной мантии, который все еще был немного неустойчив после того, как нанес удар. Мужчина в черной мантии был весьма встревожен этой внезапной атакой, но, похоже, обладал богатым боевым опытом, и на его груди и животе появилось 7 пятнышек синего света, а вслед за этим на остальной части его тела возникло еще 11 пятнышек синего света. Затем все его тело окутал слой звездного белого света, как раз вовремя, чтобы защитить его от удара когтей снежного голубя. Раздался отвратительный скрежет металла о металл, когда когти снежного голубя прошлись по шее и плечу мужчины в черной мантии, заставив слой белого света на его теле содрогнуться, но в конечном итоге он остался нетронутым. Пролетев мимо мужчины в черной мантии, снежный голубь внезапно развернулся и, раскрыв клюв, выпустил нить серебристого льда, которая, словно молниеносная стрела, устремилась прямо к сердцу мужчины в черной мантии. К этому моменту мужчина в черной мантии уже успел отдернуть кулак, и он немедленно нанес еще один удар в сторону серебряной стрелы, выпустив из кулака шар ослепительного белого света. Раздался оглушительный грохот, когда серебряная стрела и белый свет вокруг кулака мужчины в черной мантии взорвались одновременно. Облако ледяной ци мгновенно распространилось по воздуху, а правую руку мужчины в черной мантии покрыл слой синих ледяных кристаллов. Прежде чем он успел снять слой ледяных кристаллов, одна из снежных обезьян, с которой он сражался, врезалась в него сбоку, отбросив его в воздух. Раздался еще один оглушительный взрыв, когда мужчина в черной мантии врезался в каменную стену, и все его тело впечаталось в нее, а вокруг него во все стороны пошли трещины. Однако, мужчина в черной мантии быстро вытащил руку из стены, а затем ударил кулаком по стене, чтобы вытолкнуть свое тело вперед, и казалось, что он не получил никаких травм. На лице мужчины в черной мантии появилось недовольное выражение, и он крикнул своему спутнику: «Товарищ Даос Сюншань, если ты будешь продолжать сдерживаться и не показывать свою полную силу, то, думаю, нам лучше пойти разными путями». Старик тоже был весьма недоволен и возразил: «Какое ты имеешь право критиковать меня? Если бы ты не настоял на этом обходном пути, мы бы не попали в эту ловушку. Мало того, что нам не удалось получить здесь никакой награды, так мы еще и вынуждены вступать в бессмысленный бой с этими морозными зверями. Я только предложил спуститься сюда, а ты не возражал». В поиске сокровищ в таком месте, как бессмертное поместье Адского Мороза, всегда присутствует неизбежный элемент риска. Здесь всего несколько морозных зверей, так что давайте просто разберемся с ними и пойдем дальше, вместо того, чтобы тратить здесь время, возразил мужчина в черной мантии. Я говорил, что нам следует сосредоточиться на нашей главной цели, но ты был полон решимости спуститься сюда, так что мне оставалось только согласиться, проворчал старик. 2 культиваторами в пещере были никто иные, как Сюншань и Патриарх Холодного Пламени, с которыми Хань Ли был хорошо знаком. Хань Ли было довольно странно, что один из них явно пришел сюда как член секты Призрачного Вопля, а другой скрывался среди существ Темного Юга, так как же они встретились. Более того, мало того, что они оказались в одном месте, судя по их разговору, казалось, что они работают вместе. Может быть, они были знакомы еще до того, как вошли в бессмертное поместье. Патриарх Холодного Пламени понимал, что не сможет выиграть этот спор, поэтому он уступил: «Хорошо, я признаю, что в этот раз я виноват. Если ты настаиваешь на том, чтобы возложить вину, то, когда мы доберемся до того места и найдем то, что ищем, ты можешь пойти первым и выбрать любой предмет, который захочешь. А пока давайте разберемся с этими морозными зверями и уберемся отсюда как можно скорее». Услышав это, Сюншань не стал больше тратить время на слова и, взмахнув запястьем, убрал золотую алебарду, прежде чем сложить ручную печать. Вслед за этим от его тела начали исходить колебания духовной силы поздней стадии истинного бессмертного, и за его спиной, словно хвост павлина, слой за слоем появились золотые проекции мечей, излучающие ослепительный золотой свет. Затем все золотые проекции мечей по его велению мгновенно выстрелили вперед, устремившись к паре снежных львов, прежде чем полностью накрыть их, словно бурная волна.
В волне проекции мечей раздался громкий лязг, и белый и золотой свет непрерывно вспыхивали. К тому времени, как все проекции мечей пронеслись по воздуху, тела пары снежных львов были полностью лишены плоти, открыв их ядра мороза, которые парили в воздухе, поглощая ближайший снег и ледяную ци. Сюншань бросился вперед, держа в руке свой золотой меч, и, взмахнув им, мгновенно разрушил пару ядер мороза, положив конец паре снежных львов. Тем временем снежный голубь сделал круг в воздухе, прежде чем спикировать на него. С другой стороны, все глубокие апертуры патриарха холодного пламени светились ослепительным синим светом, когда он сделал шаг вперед, и звездная сила сконцентрировалась в его кулаке, когда он нанес свирепый удар по приближающейся снежной обезьяне. Снежная обезьяна ответила собственным ударом, и два кулака столкнулись с грозной силой. Раздался оглушительный грохот, когда из кулака патриарха холодного пламени вырвалась грозная сила, которая вылилась в мощную ударную волну, распространившуюся по воздуху во всех направлениях. Проход, в котором находились Хань Ли и Луи Цин, был не очень широким, и когда по нему прокатилась ударная волна, Луи Цин невольно споткнулась. К счастью, Хань Ли был рядом с ней, и прежде чем она успела вскрикнуть от удивления, он схватил ее за рукав одной рукой, а другой зажал ей рот. В то же время их окутал слабый световой барьер. Только после того, как ударные волны стихли, Хань Ли сделал знак тишины, прежде чем медленно убрать руку от рта Луи Цин. Луи Цин плотно сжала губы, прижавшись к каменной стене прохода, не смея издать ни звука. Тем временем Хань Ли снова обратил свое внимание на патриарха холодного пламени, и на его лице появилось задумчивое выражение. После столкновения рука снежной обезьяны уже полностью взорвалась, и на месте, где раньше была ее рука, образовался быстро вращающийся синий вихрь, поглощающий ближайшую ледяную ци, чтобы способствовать регенерации. Патриарх холодного пламени, естественно, не собирался давать ей шанса исцелиться, и, уклонившись от атаки другой снежной обезьяны, он взмыл в воздух, прежде чем со всей силы топнуть ногой по голове снежной обезьяны. Подошва его ноги покрылась слоем белого звездного света, и раздался оглушительный взрыв, когда голова снежной обезьяны взорвалась под грозной силой его удара. Из ее головы вылетело полупрозрачное ядро мороза, прежде чем патриарх холодного пламени поймал его, и он быстро перевернул другую руку, чтобы достать фиолетовый талисман, который он прикрепил к ядру мороза, а затем поспешно убрал его в свое кольцо для хранения. Вслед за этим он снова взмыл в воздух, устремившись к другой снежной обезьяне. Именно в этот момент сверху раздался резкий визг, и по воздуху пронеслась грозная полоса золотого света меча. Снежный голубь был поражен полосой золотого света меча, и его тело мгновенно разорвало пополам. Полоса золотого света меча продолжила свой путь, и потолок пещеры не выдержал ее грозной силы, когда сверху обрушились гигантские камни размером с жернова, открыв огромную трещину шириной в несколько десятков метров. Сквозь трещину в потолке пещеры пробился луч естественного света, и сквозь нее также подули порывы свирепого ветра. Сюншань стоял на куче упавших камней, медленно убирая свой меч, и смотрел на патриарха холодного пламени. Битва там тоже подошла к концу. Вторая снежная обезьяна также оказалась не равней грозной звездной силе патриарха холодного пламени, и ее голова вместе с ядром мороза внутри превратилась в пыль от одного удара. Напомню, что обстоятельства, связанные с появлением этого бессмертного поместья адского мороза, гораздо сложнее, чем в прошлые разы, поэтому с этого момента мы не можем позволить себе никаких отклонений от курса, сказал Сюншань холодным тоном, когда патриарх холодного пламени подошел к нему. Только во время предыдущего появления бессмертного поместья было обнаружено, что уже исследованная область бессмертного поместья в совокупности называется областью легкого мороза. Область легкого мороза — это всего лишь самая внешняя часть бессмертного поместья адского мороза, и кто знает, какие сокровища можно найти в глубине бессмертного поместья. Учитывая это, неудивительно, что обстоятельства стали гораздо сложнее, вздохнул патриарх холодного пламени. Нам удалось пробраться в бессмертное поместье только благодаря гильдии странников и вездесущему павильону. Наверняка тебе не нужно говорить, какой риск мы здесь несем, сказал Сюншань с серьезным выражением лица. Конечно, я знаю об этом. Однако, не стоит чрезмерно беспокоиться. То место находится в очень уединенном районе, и все остальные люди, которые обнаружили его вместе с нами в тот раз, уже погибли, так что никто не сможет найти его раньше нас, ответил патриарх холодного пламени. Выражение лица Сюншаня немного смягчилось, и он сказал: «В любом случае, давайте доберемся туда как можно скорее, и после того, как мы получим то, что нам нужно из этого места, мы сможем разделиться и пойти разными путями». «Именно это я и намереваюсь сделать», — кивнув, ответил патриарх холодного пламени. Сказав это, они больше не теряли времени и взмыли в воздух, пролетев сквозь трещину в потолке пещеры, чтобы оказаться снаружи, на ветру и снегу. «Пойдем за ними», — сказал Хань Ли Луи Цин, а затем вылетел из прохода, а Луи Цин, немного поколебавшись, последовала за ним.
Глава 413. Слух. Уровень совершенствования Луи Цин был гораздо ниже, чем у Ханьли, патриарха Холодного Пламени и других, поэтому ей, естественно, было трудно поспевать за ними. Ханьли заметил это, поднял руку и призвал свой лазурный летающий корабль, а затем жестом пригласил ее подняться на борт. Луи Цин поблагодарила его, а затем поднялась на борт духовного корабля, как и Ханьли. Вслед за этим он начал петь заклинание, а затем взмахнул рукавом, выпустив шар тяжелой воды, который превратился в слой черного света, быстро распространившийся по кораблю, окутав его целиком. Окутанные черным световым барьером, все колебания духовной силы, исходящие от духовного корабля, мгновенно стихли, и он превратился в незаметную тень, не излучающую ни малейшей ауры. Ханьли удовлетворенно кивнул, увидев это. Это была маскировочная способность, которую он изобрел, объединив свою тяжелую воду и законы воды, которые он постиг, и, похоже, она была весьма эффективной. По мере того, как летающий корабль продолжал движение, вскоре он догнал патриарха Холодного Пламени и Сюншаня, но Ханьли позаботился о том, чтобы держаться вне зоны действия их духовного чувства, следуя за ними издалека. «Почему мы следуем за ними, брат Лю?» — спросила Луи Цин. Она не осмелилась выпустить свое духовное чувство, опасаясь быть обнаруженной, поэтому не слышала разговор между патриархом Холодного Пламени и Сюншанем. Судя по их предыдущему разговору, похоже, что во время последнего появления бессмертного поместья они обнаружили интересное место, и сейчас они снова направляются туда. Мы впервые находимся в бессмертном поместье Адского Мороза, поэтому мы практически ничего о нем не знаем, и это не один из районов, отмеченных на твоей карте, поэтому, вместо того, чтобы блуждать без всякого направления, мы можем просто последовать за ними, пояснил Ханьли. Похоже, нам повезло. Эти двое довольно грозные, но они не ровня тебе, брат Лю. Если они идут за какими-то сокровищами, то мы можем просто появиться в последний момент и забрать эти сокровища себе», — сказала Луи Цин с улыбкой. Ханьли тоже улыбнулся в ответ, а затем сосредоточил свое внимание на слежке за патриархом Холодного Пламени и Сюншанем. Он не беспокоился о патриархе Холодного Пламени, но Сюншань обладал довольно высоким уровнем развития и был очень осторожен и бдителен, поэтому он не смел относиться к нему легкомысленно. Луи Цин видела, что Ханьли пытается сосредоточиться, поэтому замолчала, чтобы не мешать ему, а затем села, скрестив ноги, на духовном корабле, чтобы помедитировать. Тем временем, в другом месте бессмертного поместья. Бескрайнее ледяное поле простиралось во все стороны, насколько хватало глаз, и помимо нескольких небольших холмов, в центре ледяного поля находилась лишь одинокая заснеженная вершина, уходящая в облака. В этом районе было очень тихо, если не считать периодических порывов ветра, и именно в этот момент перед одинокой вершиной возник полупрозрачный белый вихрь среди всплеска пространственных колебаний. Затем вихрь исчез, открыв зеленый нефритовый летающий экипаж длиной около 30 метров. Экипаж был длинным и обтекаемым, а его поверхность была покрыта замысловатой резьбой, как на нефритовом скипетре. На экипаже стоял высокий мужчина, а также пара кукол, вооруженных алебардами и одетых в золотые доспехи. Все тело мужчины было окутано слоем белого света, что придавало ему довольно расплывчатый вид, но все же можно было едва разглядеть черты его лица. Как только он появился, он окинул взглядом окрестности, прежде чем сосредоточиться на определенном направлении. «Похоже, я не опоздал», — пробормотал мужчина себе под нос, после чего летающий экипаж под его ногами, превратившись в шар зеленого света, устремился вперед, вскоре исчезнув в далеком небе. Патриарх Холодного Пламени и Сюншань продолжали свой путь без остановки, и 3-4 дня пролетели как одно мгновение. К этому моменту бескрайнее ледяное поле внизу сменилось горным районом, покрытым толстым слоем сверкающего льда и снега, представляя собой захватывающее зрелище. Время от времени среди заснеженных гор можно было увидеть группы дворцов, и некоторые из них даже излучали слабые колебания духовной силы, что указывало на наличие в них определенных сокровищ. Однако, патриарх Холодного Пламени и его спутник даже не удостоили эти здания взглядом, продолжая лететь вперед. Ханьли был заинтригован и хотел спуститься, чтобы посмотреть, но у него не было возможности сделать это, поскольку ему нужно было продолжать следовать за этой парой. Похоже, они направляются куда-то очень далеко. «Надеюсь, они нас не разочаруют», — вздохнула Луи Цин. «Поживем, увидим», — ответил Ханьли, кивнув. Еще несколько дней пролетели как одно мгновение, но, несмотря на такой долгий полет, им все еще казалось, что они не приближаются к концу области легкого мороза. Ханьли был весьма удивлен, увидев это. Он думал, что это всего лишь бессмертное поместье, но одна только область легкого мороза, казалось, была сопоставима по размеру с морем черного ветра. Учитывая это, все бессмертное поместье, скорее всего, было таким же огромным, как небольшой регион.
Патриарх Холодного Пламени не проявлял никакого желания останавливаться, продолжая лететь вперед, и еще несколько дней пролетели в один миг. Заснеженные горы внизу постепенно исчезли из виду, и впереди появилось бескрайнее море. Вода в море была черной, как чернила, и казалась чрезвычайно вязкой, о чем свидетельствовал тот факт, что, несмотря на сильный ветер, по поверхности моря не пробегало много волн. Вся поверхность моря напоминала бесконечно грозное черное зеркало, представляя собой довольно тревожное зрелище. Патриарх Холодного Пламени и Сюншань без колебаний полетели прямо вперед, но Ханьли остановился на краю Черного моря, слегка нахмурившись. Патриарх Холодного Пламени и Сюншань все это время летели без остановки, и он не мог не задаться вопросом, не заметили ли они его с Луи Цин, и не заманивают ли их намеренно в ловушку. В этой незнакомой среде, полной опасностей, он не мог позволить себе расслабиться. Он бросил взгляд на Черное море впереди, а затем повернулся к Луи Цин и спросил: «Ты что-нибудь знаешь об этом Черном море?» «Боюсь, что нет, брат Лю», — ответила Луи Цин, качая головой. Ханьли слегка нахмурился, услышав это, и погрузился в раздумья. Луи Цин огляделась, а затем спросила: «Должны ли мы продолжать следовать за ними, брат Лю?» К этому моменту она тоже начала немного нервничать. Ханьли помолчал, а затем ответил: «Было бы жаль останавливаться здесь, после того, как мы так долго следовали за ними. Я хочу довести это дело до конца». Сказав это, он сложил ручную печать и направил лазурный летающий корабль вперед. К этому моменту Патриарх Холодного Пламени и Сюншань уже исчезли из виду, но это не вызывало беспокойства, поскольку Ханьли все еще мог следовать за следами духовной силы, которые они оставили после себя. Вскоре Ханьли догнал эту пару и следовал за ними еще около 2 дней. Ханьли стоял на своем летающем корабле, слегка нахмурившись. Он не знал, насколько грозно это Черное море, но, пролетев так долго, он был уверен, что они уже довольно глубоко проникли в этот район. Они следовали за Патриархом Холодного Пламени и Сюншанем уже почти 10 дней. И если бы они потратили это время на самостоятельный поиск сокровищ, то наверняка получили бы какую-нибудь добычу, но сейчас они все еще были с пустыми руками, и им оставалось только надеяться, что пара, за которой они следовали, действительно ведет их к каким-то исключительным сокровищам. В противном случае упущенная выгода была бы весьма значительной. Внезапно Ханьли слегка наклонился вперед, как будто заметил что-то впереди. «Что такое, брат Лю?» — спросила Луи Цин. Как только ее голос стих, над морем впереди внезапно появились клубы белого тумана. В тумане виднелись пятнышки белого света, представляя собой довольно странное зрелище. Из белого тумана исходили струйки, пронизывающие ледяной ци, значительно понижая температуру воздуха вокруг. На лице Луи Цин появилось задумчивое выражение. Тем временем Патриарх Холодного Пламени и Сюншань остановились и, увидев этот белый туман, пришли в восторг. «Мы, наконец, нашли его!» — воскликнул Патриарх Холодного Пламени взволнованным голосом, и его радость разделил Сюншань. Затем они на мгновение осмотрели окрестности, чтобы проверить, не следят ли за ними. К этому моменту летающий корабль Ханьли тоже остановился, и, услышав разговор между Патриархом Холодного Пламени и Сюншанем, его глаза мгновенно загорелись. Похоже, они наконец-то добрались до места назначения. Когда Патриарх Холодного Пламени и Сюншань начали осматривать окрестности, Ханьли поспешно немного отступил назад на своем летающем корабле. К счастью, Патриарх Холодного Пламени и Сюншань ничего подозрительного не заметили и вскоре продолжили свой путь, влетая в туман с гораздо большей скоростью, чем раньше. Лазурный летающий корабль Ханьли по его велению тоже ускорился, и как только он влетел в белый туман, его мгновенно пронзили порывы ледяной ци. Эта ледяная ци была довольно своеобразной, поскольку напоминала иглы, что делало ее чрезвычайно проникающей, способной пробить барьер из тяжелой воды, и на поверхности летающего корабля начал медленно появляться слой иния. Увидев это, Ханьли слегка нахмурился и взмахнул рукавом, выпустив набор из нескольких десятков маленьких синих флажков, которые полетели к краям летающего корабля, прежде чем исчезнуть в нем. Мгновенно возник синий световой барьер, окутавший летающий корабль, не давая ледяной ци проникнуть внутрь. Именно в этот момент Луи Цин внезапно вскочила на ноги. Ханьли был немного встревожен, и он немедленно спросил: «Что случилось, брат Лю? Я только что вспомнила слух об области легкого мороза. Говорят, что в этом регионе есть море тумана, которое содержит чрезвычайно грозную ледяную ци, и внутри этого моря тумана находится дворец легкого мороза, главная сокровищница всего региона. Однако никто и никогда не мог найти его». Может быть, услышав это, глаза Ханьли мгновенно загорелись. Вспоминая восторг, который Патриарх Холодного Пламени и Сюншань проявляли, обсуждая свое место назначения, было весьма вероятно, что их целью действительно было добраться до этого дворца легкого мороза. Учитывая это, Ханьли немедленно подтолкнул свой летающий корабль, чтобы он немного ускорился.
Чем дальше они продвигались по этому району, тем гуще становился белый туман, пока видимость практически не упала до нуля. Однако патриарх Холодного Пламени и Сюн Шань, казалось, были хорошо знакомы с этим местом, и они без остановки двигались сквозь туман. Пролетев около 3 часов, они внезапно остановились. Хань Ли все это время следил за ними, и он тоже немедленно остановился, скрыв свой летающий корабль в облаке белого тумана, и бросил взгляд вперед. Его глаза тут же загорелись, когда он увидел черный остров, расположенный в море впереди. Это был небольшой остров, размером около 10 километров, и он был полностью окутан слоем черного света, который выглядел так, как будто он образован бесчисленным множеством крошечных черных игл. Черный свет струился, словно жидкость, и за черным световым барьером виднелись смутные очертания величественного дворца. Глава 414. Разоблачение. Патриарх Холодного Пламени и Сюн Шань с волнением в глазах наблюдали за островом внизу. «Похоже, это место еще никто не нашел», — заметил патриарх Холодного Пламени, оглядываясь по сторонам. Этого и следовало ожидать. Это чрезвычайно уединенное место, и я бы не наткнулся на этот остров тогда, если бы не убегал от стаи морозных зверей, ответил Сюн Шань, глядя на дворец внутри светового барьера с горящим возбуждением в глазах. «Ты кажешься очень уверенным, товарищ Даос Сюн Шань. Должно быть, ты хорошо подготовился к этой поездке», — усмехнулся патриарх Холодного Пламени. «Держу пари, что ты сделал то же самое, товарищ Даос Холодного Пламени. Скорее всего, ты уже полностью освоил искусство происхождения Великой Вселенной. Я полагаю, ты не выкладывался на полную силу в бою с теми морозными зверями», — холодно фыркнул Сюн Шань в ответ. «Как могут мои ничтожные силы сравниться с твоими?» Скромно усмехнулся патриарх Холодного Пламени. Они обменялись взглядами, и оба замолчали, и в воздухе повисла напряженная атмосфера. «Мы еще не вошли во дворец легкого мороза, так что нам не нужно расхваливать друг друга. К тому же, у нас разные цели, поэтому между нами нет конфликта интересов. Давайте как можно скорее разрушим это ограничение, чтобы избежать каких-либо непредвиденных происшествий», — предложил патриарх Холодного Пламени. «Это хороший план», — с улыбкой ответил Сюн Шань, а затем похлопал по мешочку для хранения, пристегнутому к его поясу, и мгновенно появился маленький золотой меч, за которым тут же последовали лазурная деревянная линейка и маленький синий флажок. Все 3 сокровища излучали удивительные колебания духовной ци, и они были недалеки от уровня бессмертных сокровищ. В то же время патриарх Холодного Пламени взмахнул рукавом, выпустив 2 потока света, один красный и один желтый, и это оказались багровая чаша и маленькая желтая печать, которые также были духовными сокровищами высшего сорта. Как только 5 духовных сокровищ были призваны, они тут же взлетели высоко в небо 5 ослепительными шарами духовного света, прежде чем исчезнуть в мгновение ока. Небо над ними содрогнулось, и появилось бескрайнее пространство сияющего пятицветного света, охватившее весь участок в радиусе десятков километров внизу. В глубине пятицветного света были видны 5 духовных сокровищ, которые образовали круговую формацию. Вся ци происхождения мира в пространстве, охваченном пятицветным светом, полностью замерла, как будто ее заморозила какая-то невидимая сила. Хань Ли слегка прищурился, наблюдая за происходящим впереди своими глазами духовного прозрения. «Что они делают, брат Лю?» — спросила Луи Цин. «Они используют духовные сокровища 5 элементов, чтобы высвободить истинный свет 5 элементов», — ответил Хань Ли. Пока они разговаривали, патриарх Холодного Пламени и Сюн Шань уже начали петь заклинание, после чего пятицветный свет закружился, а затем быстро превратился в пятицветный столб света, который осветил черный световой барьер. Черный световой барьер мгновенно засиял, и бесчисленные нити тонкого черного света возникли одна за другой, словно полосы черной ци меча, а затем слились, образовав черного дракона меча, который набросился на столб пятицветного света. Они столкнулись, и черный дракон-меч смог сдержать столб света, свирепо разрывая его когтями, клыками и хвостом. Из когтей и пасти дракона-меча вырывались полосы грозной черной ци меча, но столб пятицветного света оставался стабильным и совершенно неподвижным, несмотря на все усилия дракона-меча. Патриарх Холодного Пламени и Сюн Шань продолжали петь заклинания, складывая ручные печати, и пятицветный духовный свет быстро вращался внутри столпа света, образуя пятицветные шары. Каждый шар был размером с жернов, и все они были полупрозрачными. Они были довольно захватывающими, но также внушали трепет и предчувствие беды. Пятицветный духовный свет в передней части столпа света на мгновение вспыхнул, после чего все шары пятицветного света выстрелили вперед, врезавшись в тело черного дракона меча. Затем пятицветные шары света взорвались, превратившись в бескрайнее пространство света, которое полностью накрыло черного дракона, с легкостью разорвав его на части среди мучительного крика.
Глаза Луи Цин расширились от недоверия, увидев это, в то время как выражение лица Хань Ли осталось неизменным, и казалось, что для него это был ожидаемый результат. Уничтожив дракона меча, пятицветные шары света без остановки продолжили движение, ударив по черному световому барьеру внизу, который мгновенно начал сильно деформироваться и скручиваться. В конце концов, черный световой барьер смог выдержать атаку всего несколько секунд, прежде чем разорваться и распасться на бесчисленные пятнышки черного духовного света. Однако, затем возник лазурный световой барьер, и он казался не менее грозным, чем черный световой барьер. Патриарх холодного пламени и Сюн Шань, похоже, ничуть не удивились, увидев это, и пятицветный столб света продолжил спуск, выпуская все новые пятицветные шары света, которые устремились к лазурному световому барьеру. Лазурный световой барьер значительно посветлел, выпустив порывы свирепого лазурного ветра, и раздался оглушительный грохот, когда порывы ветра столкнулись с шарами пятицветного света. В конечном счете, лазурный световой барьер не смог показать себя лучше, чем его черный собрат, и продержался всего несколько минут, прежде чем тоже был разорван на части, после чего появился белый световой барьер. Хань Ли поднял бровь, увидев это. Ограничения снаружи дворца оказались сложнее, чем он предполагал, и все они были довольно грозными, так что даже ему потребовалось бы много времени и усилий, чтобы обойти их. Однако, судя по выражению лиц патриарха холодного пламени и Сюн Шаня, они явно знали об этом и подготовили контрмеры. Они продолжали складывать ручные печати, и пятицветный столб света светился все ярче, по мере того, как появлялись все новые шары пятицветного света, прежде чем обрушиться на белый световой барьер. Несколько часов пролетели как одно мгновение, на острове непрерывно раздавались грохочущие взрывы, а духовный свет разных цветов беспорядочно вспыхивал. Пятицветный столб света стал толще, чем раньше, и он выпускал бесчисленные шары пятицветного света, которые обрушивались на серый световой барьер. Серое ограничение излучало чрезвычайно плотный серый свет, который образовал темно-серое облако, и все шары пятицветного света, падающие на него, при контакте с ним неистово взрывались. Серое облако не казалось чем-то особенным, но оно оказалось невероятно стойким, способным сдерживать шквал пятицветных шаров света, хотя и с большим трудом. К этому моменту патриарх холодного пламени и Сюн Шань выглядели довольно измотанными. За это время они уже прорвались через более 10 различных ограничений, каждое из которых было грознее предыдущего, и шары пятицветного света уже не продвигались так быстро, как раньше. Однако шквал атак все еще был эффективен, и серое облако медленно, шаг за шагом, разрушалось. Примерно через час серое облако, наконец, было полностью уничтожено, открыв серое ограничение внизу. Патриарх холодного пламени и Сюн Шань мгновенно воспользовались этой возможностью, удвоив свои усилия, чтобы послать почти 100 шаров пятицветного света, вырвавшихся из столпа света одновременно. Вместо того, чтобы сразу рухнуть вниз, шары света слились, образовав огромный шар света размером с дом. Более того, этот шар света был уже не полупрозрачным. Вместо этого он имел практически материальную форму и излучал удивительные колебания духовной силы. Гигантский шар света сделал круг в воздухе, прежде чем с силой обрушиться на серое ограничение и мгновенно взорваться. На небе появилось пятицветное солнце диаметром более 300 метров, и во все стороны хлынули ударные волны, видимые даже невооруженным глазом, заставив окружающее пространство сильно содрогнуться. Серый световой барьер сильно деформировался, прежде чем взорваться, и, увидев это, патриарх холодного пламени и Сюн Шань одновременно вздохнули с облегчением. Хань Ли наблюдал за происходящим издалека, и он также был весьма доволен, увидев, как ограничение было разрушено. Серый световой барьер распался на бесчисленные пятнышки серого света, которые быстро рассеялись, и их сменил другой звездный световой барьер. На световом барьере было бесчисленное множество звездных пятнышек света, и они двигались в сложном ритме, как будто это были настоящие звезды на ночном небе. И это еще не все. Сколько же здесь ограничений? Воскликнула Луи Цин, увидев это. Не волнуйся, это должно быть последнее. Эти двое, конечно, потрудились на славу, ответил Хань Ли с легкой улыбкой. Именно в этот момент выражение его лица внезапно немного изменилось, когда вспышка ослепительного звездного света окутала все его тело, и источником звездного света был мешочек для хранения, пристегнутый к его поясу. Звездный свет был чрезвычайно ярким, и он мгновенно прорвал его маскировочную способность. Луи Цин была очень встревожена этим неожиданным поворотом событий, и ей пришлось зажать рот рукой, чтобы не закричать. Звездный световой барьер вдали тоже начал ярко светиться, и пятнышки звездного света, двигающиеся по его поверхности, внезапно ускорились в несколько раз, образовав ряд сложных созвездий. Казалось, что звездный световой барьер резонирует со звездным светом, излучаемым телом Хань Ли. Патриарх холодного пламени и Сюн Шань тоже были застигнуты врасплох и немедленно обернулись с озадаченным выражением лица.
Хань Ли немедленно попытался найти источник звездного света в своем мешочке для хранения, но изнутри сам собой вылетел шар ослепительного звездного света, в котором находилась серая каменная плита. Глава 415. Внезапная битва. Хань Ли слегка дрогнул, увидев это. Это была та самая каменная плита, на которой была выгравирована первая половина искусств происхождения Великой Вселенной, которую он получил от Патриарха Холодного Пламени. В этот момент все руны, выгравированные на каменной плите, светились сияющим звездным светом, и как только она появилась, она немедленно начала лететь к звездному световому барьеру вдали, как будто ее что-то призывало. Каменная плита была весьма ценна для Хань Ли, и это явно было аномальным поворотом событий, поэтому он, конечно же, не собирался просто так отпускать ее, и он немедленно протянул руку, чтобы схватить ее. Звездный свет, исходящий от каменной плиты, начал колебаться и сопротивляться, пытаясь вырваться из схватки Хань Ли, и он делал это с такой грозной силой, что даже рука Хань Ли непрерывно дрожала. Если бы на его месте был обычный культиватор поздней стадии истинного бессмертного, то, скорее всего, каменная плита уже вылетела бы из его рук. Поскольку его внимание было отвлечено, в его секретной технике сокрытия мгновенно образовалась брешь, и в результате он и Луи Цин были обнаружены. Кто там, Патриарх Холодного Пламени и Сюн Шань немедленно прекратили заниматься тем, чем занимались, заметив пару Хань Ли, и в результате столб пятицветного света в небе исчез. Луи Цин рефлекторно сделала пару шагов назад, увидев враждебные взгляды Патриарха Холодного Пламени и Сюн Шаня, и повернулась к Хань Ли с встревоженным выражением лица. Хань Ли слегка нахмурился и полностью отказался от своей секретной техники сокрытия. Сюн Шань взглянул на пару Хань Ли, а затем сказал: «Если я правильно помню, вы двое вошли в бессмертное поместье с сектой истинного пламени. Почему вы крадетесь и тайком следуете за нами, это каменная плита? Вы, товарищ Даос Хань!» Воскликнул Патриарх Холодного Пламени, увидев серую каменную плиту, которую держал Хань Ли. «Давно не виделись, товарищ Даос Холодного Пламени», — сказал Хань Ли с легкой улыбкой. В то же время он сложил ручную печать свободной рукой, и из руки, сжимающей каменную плиту, мгновенно хлынули бесчисленные лазурные руны, образовав печать вокруг нее. Свет, исходящий от каменной плиты, мгновенно значительно уменьшился, и ее сопротивление также прекратилось. Затем Хань Ли перевернул руку, чтобы достать несколько талисманов, которые он не спеша прикрепил к каменной плите, и только тогда звездный свет на каменной плите полностью исчез, после чего он смог убрать ее. «Товарищ Даос Хань, вы знакомы с этим человеком, товарищ Даос Холодного Пламени?» — спросил Сюн Шань, повернувшись к Патриарху Холодного Пламени с подозрением. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, товарищ Даос. Я встречал его несколько раз в прошлом, но, конечно же, не ожидал столкнуться с ним здесь», — поспешно пояснил Патриарх Холодного Пламени. Брови Луи Цин слегка нахмурились, услышав это. «Даже если он ваш знакомый, разве не слишком грубо с его стороны тайком следовать за нами до этого момента?» — спросил Сюн Шань холодным тоном. «Я просто случайно увидел, как вы двое путешествуете вместе, и мне показалось, что вы куда-то направляетесь, поэтому я решил последовать за вами из любопытства. Конечно, я не ожидал, что меня приведут к дворцу Легкого Мороза. Учитывая, насколько огромен этот дворец, вы двое, конечно же, не будете возражать, если мы войдем в него вместе с вами», — сказал Хань Ли с улыбкой. В то же время он небрежно сложил ручную печать, и лазурный летающий корабль под его ногами мгновенно значительно уменьшился, прежде чем взлететь в его рукав. Затем он взмахнул рукавом, выпустив поток лазурного света, который подхватил его самого и Луи Цин, прежде чем перенести их обоих на место неподалеку от пары Сюншаня. Услышав это, лицо Патриарха Холодного Пламени слегка изменилось, и он повернулся к Сюншаню. Еще в секте священных марионеток он понял, что не ровня Хань Ли, и не хотел вступать с ним в открытый бой, если только не будет другого выхода. Лицо Сюншаня слегка помрачнело, и в его глазах мелькнул холодный блеск, когда он сказал: «Если вы хотите войти во дворец Легкого Мороза, то вам придется показать мне, на что вы способны». Как только его голос стих, его одежды взметнулись наружу, когда из его тела вырвался золотой свет, и появились густые полосы золотой ци меча, напоминающие ветви цветущего дерева, которые устремились прямо к Хань Ли с поразительной силой. Поначалу каждая полоса ци меча была длиной всего около 30 сантиметров, но в полете они раздулись до почти 30 метров и слились, образовав золотой цветок мечевидного лотоса, который спускался прямо на Хань Ли. Еще до того, как цветок мечевидного лотоса достиг цели, поток грозного намерения меча уже полностью окутал Хань Ли и Луи Цин. Хань Ли почувствовал острую боль во всем теле, а вспышки золотого света, исходящие от цветка мечевидного лотоса, создавали в нем какую-то иллюзию, как будто он уже видел себя разорванным на куски полосами ци меча.
Он немедленно задействовал свое грозное духовное чувство в качестве инстинктивной реакции, и иллюзия мгновенно рассеялась. Напротив, на лице Луи Цин появилось ужасающее выражение, а ее глаза были ошеломлены и пусты, как будто ее погрузило в пучину отчаяния грозное намерение меча Сюншаня. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился и встал перед Луи Цин, когда на его теле появились 18 пятнышек звездного света. В результате он мгновенно стал немного выше ростом, а затем нанес удар прямо вверх. Из его кулака вырвался поток грозной силы, заставивший окружающее пространство искривиться и скрутиться, и по воздуху прошли волны, видимые даже невооруженным глазом. Движение золотого цветка мечевидного лотоса вниз мгновенно прекратилось, после чего он распался на бесчисленные пятнышки золотого света. Грозное намерение меча в воздухе также исчезло с разрушением цветка мечевидного лотоса, и Луи Цин вздрогнула, прежде чем сделать глубокий вдох, но, по крайней мере, она пришла в себя. Только что она была полностью парализована намерением меча, но все же могла видеть, что происходит, и в ее глазах появилось сложное выражение, когда она посмотрела на Хань Ли, который стоял впереди, повернувшись к ней спиной. Ужасающая сила, выпущенная ударом Хань Ли, была лишь на мгновение остановлена золотым цветком мечевидного лотоса, прежде чем продолжить движение к Сюншаню с поразительной мощью. Сюншань мгновенно почувствовал, как пространство вокруг него сжимается, как будто он внезапно оказался в ловушке между стенами из железа и стали. «Ты тоже используешь искусство происхождения Великой Вселенной?» — воскликнул Сюншань, складывая ручную печать одной рукой, и в его руке мгновенно появился золотой меч. Когда он призвал свой меч, его аура начала быстро расти и приобретать несравненно острую форму. Вслед за этим он издал громовой рев, прежде чем взмахнуть мечом, и вокруг него пронеслось несколько огромных полос золотой ци меча, освободив его из сжимающегося пространства. Затем он начал петь заклинание, и его золотой меч вылетел из руки, прежде чем превратиться в гигантский золотой меч размером в несколько километров, излучающий грозные колебания закона атрибута металла. Гигантский золотой меч разрубил воздух, прежде чем столкнуться с силой, порожденной ударом Хань Ли, с оглушительным грохотом, и ни одна из сторон, казалось, не могла одержать верх. Ци меча и намерения кулака извергались во все стороны, заставляя окружающее пространство сильно дрожать. Именно в этот момент на лице Сюншаня появилась незаметная ухмылка, и за спиной Хань Ли внезапно появился гигантский золотой флаг среди всплеска пространственных колебаний. Флаг излучал золотой свет, на его поверхности мелькали бесчисленные руны, и он также испускал порывы колебаний закона металла. Как только появился золотой флаг, он мгновенно выпустил бесчисленные тонкие золотые нити, которые мгновенно устремились к незащищенной спине Хань Ли. Лицо Луи Цин резко изменилось, увидев это, но золотые нити были слишком быстрыми, чтобы она успела среагировать. Как раз в тот момент, когда их обоих должна была накрыть волна золотых нитей, тело Хань Ли внезапно озарила вспышка звездного света, и 7 колец яркой звезды вылетели, расположившись в форме большой медведицы за спинами Хань Ли и Луи Цин. Из 7 колец яркой звезды вырвался сияющий звездный свет, мгновенно образовав толстую стену света. Раздался ряд глухих ударов, когда на поверхности стены света появилось бесчисленное множество крошечных отверстий, но в конечном итоге ей удалось сдержать все золотые нити, к ужасу и разочарованию Сюншаня. Именно в этот момент раздался еще один оглушительный грохот, когда гигантский золотой меч Сюншаня отбросило назад, а грозная сила, выпущенная ударом Хань Ли, также исчезла. Все это произошло в мгновение ока, и Хань Ли остался стоять на месте спокойным и невозмутимым, в то время как Сюншань сделал пару шагов назад, прежде чем устоять на ногах. Затем он сложил ручную печать, и гигантский золотой меч уменьшился вдвое по сравнению с первоначальным размером, прежде чем начать кружить в воздухе над его головой. Хань Ли не обратил внимания на гигантский меч, пристально глядя на Сюншаня и 7 колец яркой звезды за его спиной. 7 колец яркой звезды появились в самый подходящий момент, как будто Хань Ли был ясновидящим, предсказавшим появление гигантского золотого флага. «Я все это время был здесь, так неужели ты думал, что я не замечу, когда ты тайком призвал этот золотой флаг, прежде чем спрятать его, пока вы двое ломали ограничения?» — спросил Хань Ли с легкой улыбкой. Лицо Сюншаня еще больше помрачнело, услышав это, и он сложил ручную печать, после чего гигантский золотой флаг исчез с того места, где он находился, прежде чем появиться за его спиной в следующее мгновение. «Интересно, ты призвал этот золотой флаг в качестве меры предосторожности на случай непредвиденной опасности, или ты планировал использовать его на ком-то другом?» — сказал Хань Ли с легкой улыбкой, многозначительно посмотрев на патриарха Холодного Пламени. На лице патриарха Холодного Пламени, услышав это, тут же появилось яростное выражение, и он в мгновение ока отлетел на расстояние более 300 метров от Сюншаня.
Друзья, эти главы — терпение как главное оружие. Хань Ли и Луэй Цинь тайно летят за Сюньшанем и патриархом Холодного Пламени под черным водяным барьером. Лидеры прорубают путь через монстров и тратят силы, преследователи просто ждут и экономят каждую каплю энергии. Лидеры взламывают 5 барьеров духовными сокровищами, но их союз трещит. Оба подозревают друг друга во владении искусством происхождения Великой Вселенной. И в этот момент каменная плита в сумке Хань Ли резонирует со звездным светом, маскировка провалена. Сюньшань атакует золотым лотосом и тайно выпускает флаг для удара в спину. Хань Ли отбивает удар кольцами яркой звезды, но главный ход — одна вброшенная фраза вслух. Не для патриарха ли Сюньшань приберег этот флаг? Патриарх в ужасе отступает. Союз разрушен одним предложением без единого заклинания. Что дальше? Хаос у входа во дворец, и Хань Ли перехватывает инициативу. Готовлю продолжение.